Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. И это вторая часть видео мастер-класса, в котором мы вяжем пинетки крючком. Всем приятного просмотра! Итак, далее мы продолжаем вязать боковые части пинеток. Вязать начнем с правой стороны, там где у нас оставлена рабочая нить для сшивания. Вводим крючок в самую первую петлю за заднюю стеночку. Берем рабочую нить и присоединяем ее, выводим, делаем одну воздушную петлю. Сразу же кончик от рабочей нити мы ввязываем вовнутрь и провязываем 16 столбиков. Первый столбик мы провяжем вот сюда же, откуда вывели рабочую нить. Провязываем первый, второй. Дальше все петли захватываем за заднюю стеночку петли. 3, 4, 5, 6. Кончик уже можно отрезать. И последняя петля 16, провязываем столбик без накида. Далее нам нужно провязать еще 4 столбика без накида. Провязываем их следующим образом. Вставляем крючок вот сюда вот в первую самую петлю, сверху вниз. Выводим в следующую рядом петельку вот таким образом. Провязываем первый столбик без накида. Дальше опять вставляем крючок сверху вниз, выводим в следующую петельку вот здесь вот так. Второй. Третий. И еще раз сверху захватили как бы перегородку предыдущего ряда и провязали четвертый столбик без накида. Вот таким образом должно получиться. И в этом ряду у нас получилось всего 20 столбиков без накида. Далее мы делаем воздушную петлю, разворачиваем. И в этом ряду мы провязываем по одному столбику без накида. Нам нужно провязать 20 столбиков. Провязывать начинаем с самой первой петли предыдущего ряда. Первый, второй, третий и 20 столбик без накида. Далее провязываем одну воздушную петлю и разворачиваем. В этом ряду провязываем 18 столбиков без накида. Первый, второй. В конце ряда мы сделаем убавку. Для этого вводим крючок в следующую петлю, захватываем рабочую нить, вытягиваем. Дальше опять вводим крючок в следующую петлю, то есть самую последнюю петельку, выводим рабочую нить. И теперь провязываем все 3 петли на крючке вместе. Далее разворачиваем. Вводим крючок во вторую петлю от крючка. Первую пропускаем, вторую. Петельку можно слегка подтянуть. Вытягиваем и провязываем столбик без накида.
Далее провязываем 2 воздушные петли, одну петлю пропускаем и со следующей петли вывязываем 16 столбиков без накида. Мы делаем отверстие для того, чтобы потом поставить люверсы. Дальше провязываем одну воздушную петлю и разворачиваем. Провязываем 16 столбиков без накида с самой первой петли предыдущего ряда. Вывязываю 16 столбик без накида. Далее мы делаем убавку следующим образом. Заводим крючок вот сюда вот под воздушные петли предыдущего ряда. Захватываем рабочую нить. Дальше вводим крючок в основание воздушных петель, вот здесь вот в предыдущем ряду. Захватываем рабочую нить и провязываем все 3 петли на крючке. Вот таким образом у вас должно получиться. Далее мы разворачиваем и проделываем то же самое. Немного петлю приподнимаем, первую пропускаем, во вторую вставляем крючок, провязываем столбик без накида. Далее мы делаем 2 воздушные петли, одну петлю пропускаем и со следующей петли вывязываем 14 столбиков без накида. Делаем воздушную петлю и разворачиваем. В следующем ряду провязываем 14 столбиков без накида, начиная с самой первой петли. И провязываю 14 столбик без накида. Далее опять делаем убавку, точно так же, как мы провязывали в предыдущем ряду. Вставляем крючок под воздушные петли предыдущего ряда, захватываем рабочую нить, выводим. Дальше вставляем вот сюда вот в следующую петельку, вот сюда вот в основание петли, еще раз захватываем рабочую нить и провязываем все 3 петли на крючке. При необходимости петлю подтягиваем. И дальше опять повторяем. Разворачиваем вязание, слегка вытягиваем петлю, первую петлю пропускаем, во вторую вставляем крючок, провязываем столбик без накида, петлю подтягиваем. Далее делаем 2 воздушные петли, петлю пропускаем и со следующей петли провязываем 12 столбиков без накида. Первый мы провязали, второй, третий, делаем воздушную петлю, вязание разворачиваем и провязываем 12 столбиков без накида. Провязываю 12 столбик без накида. Далее делаем убавку. Вставляем крючок под воздушные петли, захватываем рабочую нить. Дальше вставляем в следующую петлю, захватываем рабочую нить и провязываем все 3 петли на крючке. Петли подтягиваем. Разворачиваем. Мы провязали 3 отверстия и делаем еще одно. Повторяем все то же самое. Слегка вытягиваем петлю, первую пропускаем, вставляем крючок во вторую, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли,
Пропускаем одну петлю, вставляем крючок в следующую и провязываем 10 столбиков без накида. Далее делаем одну воздушную петлю и разворачиваем. И провязываем 10 столбиков без накида. Провязываю 10 столбик без накида. Далее делаю убавку. Ввожу крючок под воздушные петли, вытягиваю рабочую нить. Далее опускаюсь на петлю ниже, вставляю крючок, вывожу рабочую нить и провязываю все 3 петли на крючке. Далее нить обрезаю и закрепляю. Аккуратно затягиваем. У нас получилось 4 отверстия под люверсы. И теперь мы также будем вязать боковую часть с левой стороны. Далее с левой стороны боковую часть мы начинаем вязать от мыска пинетки. Вставляем крючок вот так вот между петлями, так же как мы вязали 4 столбика без накида вот с этой стороны. То же самое мы сейчас должны провязать с левой стороны. Итак, вводим крючок между петлями. Вот у нас начинается нить другого цвета. Заводим крючок вот таким образом. Захватываем вот эту перегородочку, петлю предыдущего ряда. Присоединяем рабочую ниточку. Делаем воздушную петлю. Далее мы сделаем еще одну воздушную петлю и будем считать это как за один столбик без накида. Далее мы захватываем следующую перегородку и пытаемся ввязать хвостик от рабочей нити. Провязываем столбик без накида. Это уже будет второй. Дальше захватываем следующую перегородку. Это будет третий. И захватываем еще одну перегородку и провязываем четвертый столбик без накида. Далее по боковой части провязываем 16 столбиков без накида и петельки мы захватываем за заднюю стеночку петли. Сверху смотрим, у нас петля, вот это передняя стеночка, вот это задняя. Вставляем крючок за заднюю стенку и провязываем 16 столбиков без накида. Шестнадцатый столбик провязываем в самый уголочек предыдущего ряда. Далее делаем одну воздушную петлю и вязание разворачиваем. И провязываем 20 столбиков без накида, в каждую петлю по одному столбику. Довязываю 19 столбик. И 20 столбик мы провязываем в воздушные петли, которые мы провязали в предыдущем ряду. Сюда вставляем крючок и провязываем 20 столбик. Далее мы разворачиваемся, слегка вытягиваем петлю, первую пропускаем, вставляем во вторую петлю и провязываем столбик без накида. Далее до конца ряда провязываем 18 столбиков без накида. Восемнадцатый столбик провязываем в самую последнюю петлю предыдущего ряда. Провязываем одну воздушную петлю и разворачиваемся. В этом ряду провязываем 16 столбиков без накида.
Далее мы будем опять формировать вот такие вот отверстия под люверсы. Для этого мы делаем 2 воздушные петли, одну петлю пропускаем, и сейчас в конце мы сделаем убавку. Петлю пропускаем, вводим крючок в следующую петлю, захватываем рабочую нить, вытягиваем. Сразу же вводим крючок в следующую петлю, захватываем рабочую нить и провязываем 3 петли на крючке. Вязание разворачиваем. Слегка вытягиваем петлю и вставляем крючок под воздушные петли предыдущего ряда. Провязываем столбик без накида. Далее провязываем 16 столбиков без накида. И 16 столбик провязываем в самый уголочек предыдущего ряда. Делаем одну воздушную петлю и разворачиваемся. В этом ряду провязываем 14 столбиков без накида. И также формируем отверстие под люверсы, делаем 2 воздушные петли, одну петлю пропускаем, в следующую петлю вставляем крючок, захватываем рабочую нить, дальше спускаемся на одну петлю ниже, опять вставляем крючок, захватываем и провязываем все 3 петли на крючке вместе. Далее разворачиваем, слегка вытягиваем петлю на крючке, вставляем крючок под воздушные петли и провязываем столбик без накида. Далее провязываем 14 столбиков без накида. Четырнадцатый столбик провязываем в уголочек предыдущего ряда. Делаем воздушную петлю и разворачиваемся. В этом ряду вяжем 12 столбиков без накида. Формируем третье отверстие, делаем 2 воздушные петли, одну петлю пропускаем, в следующую вставляем крючок, вытягиваем рабочую нить, опускаемся на одну петлю ниже, еще раз вытягиваем и провязываем 3 петли вместе. Разворачиваем, слегка вытягиваем петлю, вставляем под воздушные петли и провязываем столбик без накида. И в этом ряду провязываем опять 12 столбиков без накида. Двенадцатый столбик также провязываем в уголочек предыдущего ряда. Делаем воздушную петлю и разворачиваем. В этом ряду провязываем 10 столбиков без накида. И формируем последнее четвертое отверстие. У нас 1, 2, 3 есть, и надо сделать четвертое. Делаем 2 воздушные петли, одну петлю пропускаем, в следующую вставляем крючок, вытягиваем. Дальше в петлю ниже вставляем крючок, вытаскиваем рабочую нить, провязываем 3 петли на крючке, разворачиваемся и в обратную сторону слегка вытягиваем петлю, крючок под воздушные петли, провязываем столбик без накида. И в этом ряду провязываем 10 столбиков без накида.
10 столбик провязываем в уголочек предыдущего ряда. Вот и с этой стороны мы сформировали 4 отверстия под люверсы. Дальше мы оставляем конец рабочей нити для того, чтобы нам сшить вот это вот место. То есть можно оставить не очень большой кончик. Ниточку отрезаем и петлю затягиваем. Итак, на данном этапе у нас вот такая вот деталь. Выворачиваем ее на изнаночную сторону и соединяем боковую часть. То есть сейчас мы будем сшивать вот это место. Сшивать будем только верхнюю часть пока. Итак, кончик, который у нас оставался от рабочей нити, мы вставляем в иголочку и соединяем 2 части по цвету, чтобы у нас ничего не съехало. Для начала нам нужно закрепить самый уголочек вот здесь в начале. Делаю несколько стежков. И далее мелкими стежками просто сшиваю 2 боковинки, захватывая с одной стороны ниточку и с другой стороны ниточку. И таким образом постепенно сшиваем. Итак, мы можем посмотреть, что у нас получается с лицевой стороны. Если нас все устраивает, ниточку закрепляем. Делаем узелок и хвостики прячем. Далее нижнюю часть мы будем сшивать уже с другой рабочей нитью. Далее теперь мы соединяем подошву. Итак, посмотрите, вот здесь, где у нас основание, из точки идет 3 столбика с одним накидом. Вот в эту точку вставим маркер. И с другой стороны, там же, где у нас вот начало ряда, кончик рабочей нити, мы соединим эти 2 половинки и поставим маркер. Здесь у нас должна быть ровная линия. И здесь мы все аккуратно соединим. И также начинаем соединять обе половинки между собой. Вот здесь вот обратите внимание, чтобы у нас совпала вот эта линия, которую мы вязали за заднюю стеночку. Она должна совместиться. То есть в этом месте будьте внимательны. И начинаем также потихоньку сшивать, захватывая ниточку с одной стороны и ниточку с другой стороны. Далее мы начинаем сшивать саму подошву. Здесь будет уже намного проще.
Кончик рабочей нити мы сразу прячем. И здесь мы захватываем петельку с одной стороны и петельку с другой стороны. И таким образом постепенно сшиваем всю подошву до конца. Дальше ниточку закрепляем и кончик прячем. Выворачиваем на лицевую сторону и смотрим результат.